Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал «Будущее за YouTube» и с соцсетями. С чего начать свой путь? Как открыть канал? Какую занять нишу? На что снимать? Как продвигаться? Все эти вопросы отпугивают новичков и желание стать блогером. Мой самый главный вам совет – начинайте прямо сейчас. И первый шаг – это выбор ниши. Еще до записи видеороликов необходимо задуматься над их тематикой. Конечно, первым делом она должна нравиться именно вам. Иначе вскоре работать на YouTube станет невыносимо. Но не стоит ограничиваться всего одним выбранным направлением. Лучше всего выбрать несколько смежных тематик и посмотреть, какая заходит зрителям лучше. Также нужно понимать, какая у вас будет целевая аудитория. Если контент для детей, то нельзя в роликах разговаривать как со взрослыми и использовать сложные слова. То же самое относится и к великовозрастной целевой аудитории. Им просто не будет интересно слушать человека, который разговаривает с ними как с детьми. Выбрав тематику канала, ознакомьтесь со своими конкурентами. Вам нужно найти наиболее популярного из них и понять, как он добился успеха. Постарайтесь усовершенствовать его модель, внеся в нее свой собственный стиль. Постоянно просматривайте работу конкурентных каналов, и нужно найти для себя новые приемы и фишки. Второй шаг – это монетизация. Кто-то скажет, что о заработке вообще поначалу думать не нужно. Но я так не считаю. Успех любого проекта зависит от того, сколько денег он приносит. Чем больше он приносит, тем больше желания авторов делать качественный и полезный контент для своих зрителей. Поэтому изучайте все способы заработка на YouTube, думайте, чем можно монетизировать вашу нишу, посмотрите, какие есть способы заработка конкурентных каналов, составьте список партнеров по своей теме. Третий шаг – контент-план. Выбирайте для своего канала тренды, которые интересны аудитории сейчас и будут интересны еще через месяцы и годы. Используйте бренды в ваших видео, чтобы охватить аудиторию, которая ими интересуется. Кроме брендов, это могут быть известные личности. Составьте список тем видео, которые будут интересны вашим зрителям. Затем отсортируйте этот список по рубрикам, чтобы создать потом плейлисты. Выберите дни публикации для ролика каждой рубрики. Например, видео с интервью по вторникам и видеоуроки по четвергам. Создайте контент-план по выходу роликов сразу на несколько месяцев и снимайте их заранее, чтобы не попасть в ситуацию, что ролик нужен уже завтра, а вы даже не знаете, о чем снимать. Регулярность исследования вашей стратегии приведет к росту просмотров, подписчиков и продаж. Четвертый шаг – создание и настройка канала. Делается это просто. Регистрация на сервисе ничем не отличается от всех остальных, но создать канал мало, его еще необходимо правильно настроить. В это входит ввод его названия, добавление ключевых слов для индексации поисковой системой, заполнение описаний и добавление ссылок на внешние ресурсы. Также можно сразу заняться созданием плейлистов, в которые в дальнейшем будут помещаться ролики определенной рубрики. Для облегчения загрузки новых видеороликов на канал можно также выполнить настройку шаблона, заполнить обязательные поля в описании, задать параметры отображения контента на странице видеохостинга и так далее. Также рекомендую присвоить каналу собственный URL-адрес. Правда, сразу же этого делать нельзя, необходимо соответствовать специальным требованиям. Пятый шаг – оформление. Можно заказать оформление шапки YouTube или самостоятельно оформлять, или заказать у дизайнеров. Например, есть сайт Quora, где можно найти разные услуги. Шестой шаг – запись и монтаж видео. Как только оформление будет готово, можно переходить к самому интересному в работе на YouTube – к записи видеороликов на канал. Если вы планируете вести личный блог, то понадобится обязательно высококачественная камера. Сейчас канал с разрешением картинки в 480p не приветствуется. Если же вы не планируете появляться в кадре лично, а хотите обойтись лишь своим голосом, тогда, скорее всего, понадобится программа для захвата изображения с экрана компьютера. И придется освоить программу для монтажа видео. После записи будет много рабочего материала, часть из которого не предназначается для публикации, и его нужно будет вырезать. На что же снимать? Начать можно с минимальных вложений, даже нужно. В первое время можно снимать на камеру смартфона. Если у вас iPhone, вообще отлично. Есть блогеры, которые снимают все свои видео на камеру iPhone, при этом качество роликов не уступает снятым на дорогие камеры. Некоторые блогеры снимают ролики на внешнюю веб-камеру, но нужно подобрать с хорошим разрешением.
Седьмой шаг – оптимизация. И вот ролик у вас записан, смонтирован, и его можно загружать на свой канал. На самом деле выполняется это довольно просто. Заходите в творческую студию, нажимаете кнопку «Загрузить видео», выбираете ролик на компьютере и ждете его загрузки. Но на этом еще не все. После загрузки его нужно оптимизировать, использовать основные ключевые слова в заголовке, повторять ключевые слова не более 2 раз, заголовок сделать уникальным, чтобы немного отличался от конкурентов. Как показывает практика, Google и YouTube лучше учитывают повторение, но нужно все делать в меру, чтобы заголовок не выглядел как спам. Для этого вбиваем в поиск YouTube ключевое слово, смотрим, что делают конкуренты, создаем привлекательные названия, вставляем в него ключевики и обязательно скачайте бесплатный сервис VidIQ. Это расширение для браузера Google Chrome, который позволяет получить полную картину по каждому ролику на YouTube и помогает управлять всеми вашими видео одновременно. Ссылку на VidIQ оставлю в описании под этим видео. Сервис имеет несколько тарифных планов. Бесплатный тариф имеет некоторые ограничения, но на первое время его будет вполне достаточно. Для подтверждения регистрации вам нужно будет перейти по ссылке в письме. Оно придет на почту, которую вы указали при регистрации. Переход по ссылке приведет вас в личный кабинет сервиса VidIQ. И на бесплатном тарифе для анализа доступно 2 вкладки: аналитика с общими показателями по каналу, аудитория в процентном выражении, график развития канала, просмотры, поиск, лайки, ну и так далее, тенденция развития канала, ваши видео в поиске, самые просматриваемые видео и вкладка видео для анализа всех ваших видео. Очень удобно, когда на канале уже много видео и до определенного момента вы не занимались их оптимизацией. В этой вкладке очень удобно просмотреть, каким видео вы не добавили теги, то есть ключевые запросы, а также здесь же видно и другие показатели по вашим видео. Более подробно расскажу в следующих видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Разработайте стратегию, которой вы будете следовать. Для этого ответьте на эти вопросы: чего вам хочется добиться своим каналом на YouTube. Постарайтесь отвечать с точки зрения зрителя, а не автора. Как только ваша аудитория поймет, что вы здесь только ради заработка, она сразу же сбежит. Потому что зрители хотят знать, какую выгоду они получат из контента, и именно этот посыл вам и нужно всячески реализовывать. Кто ваша целевая аудитория? Опять-таки постарайтесь отвечать как можно конкретнее. Возраст, пол, если вы это учитываете, социальное положение, интересы. Вы должны знать аудиторию своего контента. И самое главное, зачем аудиторию смотреть ваш канал. Существует миллионы различных каналов. Как вы собираетесь выделяться на фоне всех остальных авторов на YouTube? Вам нужно что-то придумать такое, а не слиться с другими авторами. Ведь тогда вас точно никто не заметит. И как часто вы собираетесь выпускать контент? Каждый день, раз в неделю, в определенное время дня или ночи. Подумайте, когда и сколько раз в неделю ваша аудитория смотрит YouTube, и соответствующим образом распределите выпуск своего контента. Также подумайте, стоит ли делать видео по запросу, живые трансляции, что лучше всего сработает именно для ваших зрителей. Продвижение и реклама. Если вы успешно разобрались во всем и точно уверены, что все делаете верно, тогда можно задуматься о серьезном продвижении своего канала. Проще всего будет купить рекламу, но это платный способ, и это тоже целая наука. Вам необходимо подготовить рекламные материалы, объяснить исполнителю, как именно нужно представить ваш канал, а также постоянно собирать информацию по притоку новых подписчиков. Если все сделать верно, тогда можно будет понять, откуда пользователи приходят больше всего, и сосредоточиться уже на едином способе продвижения. Конечно же, при желании можно обойтись и без вложений, как альтернатива коллаборация. Вы можете ознакомиться с другими авторами на YouTube и делать совместные ролики. Таким образом, ваши подписчики будут объединяться, а канал, соответственно, расширяться. Также можете использовать проверенный сервис для продвижения, которым пользуюсь лично я сама. Это не накрутка, я вам подробно уже рассказывала. Ссылку на сервис оставлю в описании под видео. 10-й шаг – аналитика. Еще можно продвигаться за счет алгоритмов видеохостинга. На какие показатели YouTube обращает больше всего внимания, продвигая ваш ролик в поиск, и рекомендации – это CTR. Сколько раз пользователи открыли видео после показа обложки. Удержание аудитории. Сколько минут зрители смотрят видео, какие ролики досматривают до конца. На каком моменте закрывают видео. Ну и так далее. Глубина просмотра. YouTube заинтересован в том, чтобы зрители оставались
на видеохостинге как можно дольше. Хороший сигнал для алгоритмов, если ваши ролики смотрят один за другим, заходят на канал, подписываются, нажимают на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Одним словом, интересуются контентом вашего канала, а не только одним роликом. Сделать анализ этих 3 базовых метрик можно в творческой студии в разделе «Аналитика». Это позволит выработать эффективную стратегию продвижения. Чтобы стать успешным блогером на YouTube, нужно прежде всего много работать, найти интересную тему, подготовить контент, создать и оформить канал, а также сами видеоролики, провести оптимизацию, продвигать свои ролики везде, где только можно, и, наконец, выйти на монетизацию. Здесь волшебной кнопки не существует. От создания канала до получения первых денег может пройти много времени, но оно того стоит. Если остались вопросы или советы, напишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока.